Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очень интересный смартфон от компании Doogee, а именно X97 Pro. Поставляется смартфон вот в такой упаковке. Использую я данный смартфон уже практически 1,5 месяца. Изучил его полностью, знаю нюансы, плюсы, минусы и так далее. И сегодня я вам расскажу свой опыт использования, а вернее расскажу все плюсы данного смартфона. Потому что они есть, и прежде чем покупать данный смартфон, вы должны знать данные плюсы. Ну давайте приступим. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, это, конечно же, комплектация. В комплектации мы получаем, конечно же, наш смартфон. Конечно же, мы получаем пленку, которая идет сразу в комплекте, то есть наклеена на дисплей. Также мы получаем защитный чехол силиконовый. Да, кто-то говорит, ну сколько тот чехол стоит. Но все же вы покупаете смартфон и в комплекте уже получаете чехол. Можете заказать с Алиэкспресса чехол и ждать его и использовать данный. То есть какие-то механические повреждения данный чехол берет на себя, что является большим плюсом. Также в комплекте мы получаем блочок, зарядное устройство. Да, это также плюс в наше-то время. Сейчас все производители стараются надурить своих покупателей и продавать смартфон без блочка. А тут, пожалуйста, быстрая зарядка 2 ампера 10 ватт, что является большим плюсом. То есть комплектация прям богатая из богатой. Тем более тут Type-C идет зарядка, то есть любой стороной подключаем к смартфону и вуаля, используем ваш смартфон дальше. 2022 год. Второй, на мой взгляд, большой плюс, это, конечно же, внешний вид смартфона. Как вы видите, он выглядит, ну, просто восхитительно. Цветов, кстати, очень-очень много. Найти ваш цвет вы сможете без каких-либо проблем. Сзади мы получаем пластиковую крышку. Также вы видите вот такой круг, в котором есть два основных датчика. Также мы получаем вспышку. Внешний вид действительно заслуживает внимания. Имеем такую рифленую поверхность, логотип компании Doogee, металлическую рамку, что в наше время, конечно же, является большим плюсом. Любые механические воздействия рамка выдерживает, как вы знаете, намного лучше, чем пластик. Также мы получаем, как я говорил раньше, Type-C. Также мы получаем лоток несовмещенный, полноценный лоток. 2 сим-карты и карту памяти. Карту памяти вы можете сюда поставить до 256 гигабайт. У меня версия на 64, то есть хватит вам, конечно же, хватит. И также мы получаем разъем 3,5 мм. Для наушников, конечно же, это в 2022 год является большой редкостью. Почему? Потому что все производители отказываются от данного разъема. Пожалуйста, только не компания Doogee, потому что этот разъем нужен. Действительно, у каждого дома есть наушники, а то и пару с данным разъемом. Ну что, их выкинуть? Тем более они стоят достаточно дорого, данные наушники. Например, у меня наушники с данным разъемом за $300. Подключаем, слушаем музыку без каких-либо проблем. Теперь еще один плюс — это процессор, а именно MediaTek Helio G25. Это 8-ядерный чипсет, графический ускоритель установили PowerVR GE8320. И все это великолепие вон тут набирает, ну, плюс-минус 110 тысяч баллов. Хороший ли это результат? Достаточно неплохой. Так получилось, что я играю только в 2 самые производительные игры. Одни из самых производительных игр. Это PUBG Mobile и World of Tanks. По поводу танков. Телефон вытягивает их, телефон показывает себя только с наилучшей стороны. Да, на ультра настройках, конечно же, вы какой-то сверхъестественной графики не получите, но средние настройки ставим и используем данный смартфон как игровой смартфон. Да, это не топовый гаджет. Да, вы должны понимать, что тут нужно отталкиваться от цены. 110 евро — это достаточно низкая цена, учитывая те характеристики, которые мы тут получаем, потому что это, можно сказать, процессор Helio G25 является, ну, игровым
И это, на мой взгляд, большой-большой плюс, что в такую стоимость мы получаем энергоэффективный холодный процессор. Как вы знаете, процессоры от компании MediaTek, они, достаточно холодные. Они не нагревают ваш смартфон, и это, конечно же, большой плюс. Телефон летает. Почему? Потому что из коробочки мы получаем Android 12. Никаких лагов, интерфейс новенький, никаких подлагиваний. Все на высшем уровне. Действительно, телефон показывает себя только с наилучшей стороны. Интернет-страницы открываются быстро. Ютубчик загружается быстро. Все молниеносно. Да, это не супер флагман, не стоит ожидать, что вы нажали на кнопку и все, у вас ультра настройки и вы играете. Нет, это бюджетный смартфон. Отталкиваемся от этого. Теперь еще один плюс, это, конечно же, аккумуляторная батарея, а именно на 4200 мАч. Если взять в общем, показатели у нас такие. Время разговора 48 часов, время ожидания 480 часов, время работы в режиме прослушивания музыки 21 час. В моем использовании, если суммировать все это, данный телефон живет примерно 2 суток. Это я не играю в самые производительные игры, это только я использую данный смартфон как смартфон. Послушать музыку, совершить какие-то звонки, посидеть в интернете и так далее. 2 суток данный смартфон выдерживает. Хороший ли это результат? Да. Если вы играете в производительные игры, сутки вам обеспечено, что, на мой взгляд, является хорошим показателем. Теперь еще один главный, на мой взгляд, плюс, это, конечно же, основная камера. Она тут установлена на 12 мегапикселей, основной датчик. У нас есть автофокусировка, диафрагма 1.8, встроенная вспышка есть, тип вспышки светодиодный, и все это великолепие нам может также предложить запись видео в разрешении Full HD плюс 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. По поводу фотографии скажу одно. Смартфон делает достаточно неплохие, качественные фотографии в солнечную погоду. То есть действительно с данного смартфона можно вытянуть очень и очень годные снимки. Используйте их в фотошопе, пожалуйста, обрабатывайте, все на высшем уровне. Действительно, данный смартфон себя показывает на ура. Но если вы зашли в недостаточную освещенность, то есть в помещение темное, то уже телефону тяжело. Но давайте скажем прямо, что тут не установили, конечно же, флагманский датчик, который вам может предоставить в полной темноте очень годный снимок. Вы должны это понимать. По поводу видео. Видео, записывается. Видео 30 кадров в секунду Full HD. Хороший ли это результат? Да. Можно использовать данное видео, но, конечно же, в профессиональных целях его нельзя использовать, потому что сейчас все больше и больше смартфонов переходят на 4К 60 FPS. Это как минимум, даже, как вы знаете, сейчас есть 4К 120 FPS. Но, учитывая стоимость данного смартфона, 110 евро, это очень и очень годный результат. Действительно, смартфон получился компактным. Размеры у нас такие: 162 на 76 на 9,7 мм, вес 190 грамм. Телефон лежит в руке просто идеально. Что удивительно, компания Doogee отказалась от многочисленных сканеров отпечатков пальцев. В экране мы его не получили, на кнопке мы его не получили, сзади мы его не получили. Мы получили только разблокировку по лицу, которая, кстати, работает в паре с 5-мегапиксельной фронтальной камерой. И работает все на достаточно хорошем уровне. В солнечную погоду разблокируется все на ура. Действительно, камера вас видит, действительно анализирует, и все разблокируется. Зашли в помещение, опять же, с недостаточной освещенностью, появляются какие-то лаги, подлагивания. То есть вы должны понимать, что также фронтальная камера — это не супер датчик, но все же все на высшем уровне. Итог. Кому нужен данный смартфон? На мой взгляд, данный смартфон очень-очень годный в наше время, в 2022 год. Почему? Потому что он нам предоставляет очень много интересных фишек, потому что данный смартфон нам предлагает очень интересные технические характеристики. Аккумуляторная батарея рабочая, крутая. Быстрая зарядка идет в комплекте, потому что сейчас все производители жидят даже зарядку, а зарядка стоит денег. У нас есть очень крутой комплект. Чехол
защитная пленка и так далее. У нас стоит качественный энергоэффективный процессор, который может вам предоставить достаточно неплохие характеристики в суперпроизводительные игры. Да, это действительно так. Если у вас появляются какие-то лаги, ставим на низкие настройки и играем. Но это все же вы должны понимать, что это очень крутые игры, то есть самые производительные. Простые игры телефон вытягивает их просто на ура, щелкая как орешки. То есть это вы должны понимать. Ну и, конечно же, внешний вид заслуживает внимания. Красивый, качественный, сбитый смартфон. Вот такие плюсы у меня получились. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.